Вот они, два моих сокровища. Мечта любого китайца — это минимум 2 ребенка. Первым должен быть мальчик, ну а вторым можно и девочку. Как говорят сами китайцы, мальчик и девочка — это счастливая семья. Да? Воображульки. До недавнего времени в Китае было запрещено иметь более 1 ребенка. Но численность китайцев все равно увеличилась. Как это так, это спросите вы? В этом видеоролике я расскажу, откуда берутся китайцы. О ужасах деревенской жизни. О том, почему здесь много геев. И откуда взялись девушки на крутых-крутых автомобилях. Внимание! Большая часть информации передается в Китай из уст в уста. Части фактам вы не найдете подтверждения в интернете. Вам либо стоит поверить мне, либо не верить. Но все-таки большинство фактов я проверил. Каким способом? Ну, представим, русские мне говорят какую-нибудь страшилку. Русские, которые давно живут в Китае. Те, кто только приехал, они эти страшилки сами слушают. А я спрашиваю китайцев, правда, неправда? Если и русские, ну или иностранцы, и китайцы подтверждают какой-то факт, считаем его более-менее достоверным. Наслаждайтесь. И радуйтесь, что вы родились не в Китае. Когда во многих странах Европы рождаемость падает, в Китае она только растет. И это несмотря на официальный запрет иметь более 1 ребенка. Почему и зачем китайцы размножаются как кролики? Все до безобразия просто. Большая часть населения Китая не имеет пенсий. Поэтому беднейшие слои населения, заботясь о своей старости, рожают как можно больше. Вся надежда на то, что благодарные дети принесут своим родителям в старости миску риса. Власти Китая, боясь перенаселения, в далеком еще 1979 году запретили иметь более 1 ребенка. Многие слышали об этом и верили, что это так оно и есть. До недавнего времени, пока все СМИ мира не сообщили о том, что китайцам разрешили иметь 2 ребенка. Конечно же, все напугались. Но на самом деле и до официального разрешения у многих было более 1 ребенка. Пути иметь несколько детей предостаточно. Во-первых, иметь несколько детей могут и всегда могли представители малых народностей. В Тибете, например, рожай, заражайся, пока здоровье позволяет. Во-вторых, уже несколько лет действует закон, что семья может иметь 2 ребенка, если родители не согрешили, скажем так, и имели по 1. И в-третьих, деньги решают все. Если богатые родители захотели 10 детей, то они это сделают. Это были такие легальные способы. Дальше похуже. В деревнях никто не следит за рождаемостью. Можно родить 1 ребенка и зарегистрировать. А дальше рожать и не регистрировать. Они не будут гражданами государства, не будут иметь паспорта. Ну, пускай растут в своей деревне без паспорта и возможности выезда. 2 ребенок запрещен как бы, но близнецов запретить нет возможности. Поэтому умные китайцы придумали гормональный способ. Каждый месяц, немножко так теории, в женщине созревает 2 яйцеклетки, которые можно оплодотворить, ну и можно типа родить двойню. При использовании специальных лекарств, те, которые используются при ЭКО, может созреть не 2, а 22. А потом в нужный момент папа делает свое дело, и все. На весь мир гремит новость, что китайская женщина родила 6. Опасный метод, вредный для здоровья, как для мамы, так и для детей. Но на что не пойдешь ради того, чтобы иметь более 1 ребенка. Получается, что еще до послабления закона многие при желании могли иметь не 1, а сколько хотели. Лично я видел 3-местные коляски, и родителей с детьми 2-3 ребенка вижу ежедневно. Так что не думаю, что теперь китайцы прям заселят весь мир. Вообще этот закон создал много проблем. Давайте поговорим об ужасах. Большинство семей мечтают о мальчике. Мужчина сможет заработать больше, и поэтому старость, предположительно, будет у родителей сытнее. И тут понеслось. От девочек просто избавляются любым путем. Для предотвращения массовых абортов в Китае запрещено во время УЗИ сообщать пол ребенка. То есть вы пришли в больничку, так, сделали УЗИ, да, все хорошо, а можно узнать пол? Нет, нельзя. Родители до последнего не знают, кто будет, мальчик или девочка. Вот такой вот сюрпризик. Но есть подпольные клиники. В так называемых черных клиниках можно узнать все, что угодно. Хотите мальчика? А нет, обломитесь, извините, у вас будет девочка. Вам сразу сделать аборт или рассказать, как устроить себе выкидыш? В деревнях, куда современные технологии еще не добрались, бывают случаи, что родители просто забывают как бы свою новорожденную девочку где-нибудь в поле. Родили, не зарегистрировали, убили, как будто и не было. Следующая попытка, возможно, увенчается мальчиком, и все будут счастливы. Некоторым может показаться, что это сказки из Средневековья, но об этом мне рассказывали многие китайцы. Косвенным подтверждением любви к мальчикам является количество
этих самых мальчиков. В Китае огромная нехватка женщин, так как мужчин намного больше. Это привело к другой проблеме. В Китае один из самых высоких процентов геев. Почему? Одна из причин именно в нехватке женщин. Китайское правительство считает гейство болезнью и всячески пытается лечить сексуальные меньшинства. Говорят, даже электрошоком, не знаю, насколько правда. Избыток мужского пола также привел к тому, что девушки стали, как бы так сказать-то, выпендриваться. Этот мало зарабатывает, этот не очень красивый, а я вообще хочу замуж за иностранца. Благо иностранцев в Китае, в крупных городах много. На юге Китая, который намного богаче севера, за рулем большинства дорогих иномарок сидят именно девушки. Как говорят в России, насосало. И это отчасти правда. Мужчины готовы покупать своим возлюбленным дорогие тачки, квартиры, драгоценности. В общем, все к ее ногам. Из-за закона об одном ребенке сейчас страна имеет более старое население, чем хотелось бы правительству. Вот решили немножко омолодить нацию, официально разрешив рожать второго. Если вы постоянный зритель моего канала, то могли заметить, что на улицах города Шэньчжэнь практически нет стариков. Одна молодежь. Это потому, что город молодой, и сюда съезжаются молодые со всей страны на заработки. А старики сюда приезжают чаще всего воспитывать внуков, пока родители зарабатывают деньги. Когда воспитанием детей занимаются предыдущее поколение, это немножко так тормозит культурное развитие общества, и на улицах можно увидеть до сих пор голые попы. Любой родитель любит своих детей, но в Китае их не просто любят. Это священные существа, которым можно писать и какать, хоть в поезде метро, хоть в отделении банка. Для того, чтобы это было проще делать, у детей между ног существует прорезь. Да, все болтается. Иностранцев это очень смущает, многих современных молодых китайцев тоже. Моя знакомая пара жаловалась постоянно, вот сколько я раз с ними встречался, и мы видели подобное. Они говорят, что им очень стыдно. И то, что своих детей уже не будут одевать в такие одежды, а будут пользоваться современными подгузниками. Если, конечно, бабушки с дедушками не заставят поступать так, как поступали предыдущие поколения. А вот запрещать вытворять всякие пакости детям никто не собирается. Дети на самом деле могут творить что угодно. Это вызывает проблему в детских садах, например. Когда родители ничего не запрещают, то ребенок думает, что и в отсутствии родителей может творить безобразие. Поэтому в садиках нередки случаи психоза. Вот реально, когда ребенок что-то хочет, ему это не разрешили, он падает на пол и начинает верещать как недорезанный. Конечно, такие дети есть во всех нациях, но в Китае это просто реальная проблема. Воспитатели чаще всего боятся что-то сказать родителям, вот детки и наглеют. Если вы побываете в Китае, то заметьте, что эгоизм – это отличительная черта нации. Они не злые, не агрессивные, но думают только о себе. Это также прививается с детства. Я не мог понять, зачем, а потом мне китайцы объяснили. Ребенок должен уважать родителей и заботиться о собственном благополучии. Людей вокруг много, я один внушают родителей с детства, а мне многого нужно добиться. Родителям важно, чтобы дети не голодали сами и могли прокормить своих стариков. А как известно, эгоисты большего добиваются в жизни. Но не все детки благодарны своим родителям. И очень много уклонистов. Много случаев, когда родители через суд выбивают от своих неблагодарных детишек ежемесячную выплату. Вот, типа наших алиментов. Правильно же воспитанные дети поддерживают своих стариков до самой смерти. Кто-то работая в своей деревне на своем поле, а кто-то уехал в большие города. Последние могут иметь зарплату 2-4 тысячи юаней и отправляют ровно половину своим родителям. Едят ли китайцы детей? Китайцы любят детей живыми, здоровыми и благодарными. А если вы в этом видео услышали какую-то чушь, увидели несправедливые обвинения или у вас есть дополнение, милости прошу в комментарии. Раз сокровище. И 2 сокровища. Сокровище, посмотри на меня.
Спасибо.